Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет с вами быть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику на наявность черной магии, телефон под видео. Итак, смотрим. Что же вы за человек, да, вот какой вы? Вот почему так важно, да, вот делать именно сигнификацию, именно почему начинают так все тарологи, потому что, во-первых, да, подходит вам расклад или нет, вы это или не вы, так сказать, да, есть ли у вас такие качества или нет, и плюс... Ну, если вы заметили, у меня еще немножко такой психологический подход есть, да, у меня такие психологические расклады Таро, которые вам очень нравятся. Я пытаюсь еще параллельно объяснять, да, вот что происходит. Иногда человеку важно открыть глаза, да, на то, какой вы. Иногда мы самообманом занимаемся, иногда мы не хотим верить в какие-то вещи. Поэтому вот именно взгляд со стороны, описание со стороны, оно порой открывает глаза, о чем вы, конечно же, мне сами пишете, за что я очень вам благодарна. Итак, ну сказать, что вы человек, ну такой прям уж бедный, несчастный, я не могу сказать. В каком плане? Вы, в принципе, довольно неплохо стоите на ногах. У вас есть достаток, у вас есть, ну, все, в принципе, что нужно для жития-бытия. Единственное, я вот не вижу у вас счастья в личной жизни, от слова совсем. То есть вы такой вот человек, вроде бы, да, с одной стороны, вы сильный, вы мужественный, вы успешный. Может даже у кого-то проиграться, что вы довольно такой вспыльчивый товарищ, палец в рот не клади. Отшивать можете с легкостью. Жизнь была очень непростая у вас, но тем не менее вы привыкли быть победителем. И у вас это довольно неплохо получается. Да, может проиграться, опять же, у некоторых, потому что это общий расклад, некая такая конфликтность в вашем характере. Могут быть такие вредные какие-то придирки порой, да. Я не говорю это в обиду, просто вот я вас описываю. Вот смотрите, опять же, психологический момент. Взгляд со стороны, так сказать. Да, есть такой момент, как конфликтность, но опять же, если на это смотреть с другой стороны, это не потому, что вы такой вот плохой, либо еще какой-то, а потому что, ну, нет того счастья, да? Потому человек и становится более обозленным, более вспыльчивым, более конфликтным, да? Вот у вас нет радости в жизни. В принципе, у вас есть все, еще раз говорю, но нечему особо радоваться. Вот эти все деньги, машины, квартиры, у кого что есть, да? Опять же, у каждого свой достаток, ну, в принципе, даже у кого, ну так, средний достаток возьмем. Но это не приносит особого счастья, потому что его разделить не с кем. Вот не с кем. Да, есть друзья. С друзьями вы особо не поделитесь. С друзьями, да, вы можете в рюмку чая заглянуть. С друзьями можно поболтать о том, о сём, да. Там шашлычки, рыбалка, охота и так далее. Но вот именно ваша вспыльчивость, она как раз и происходит от того, что вы в глубине души, в принципе, ну вы несчастный человек. Вот я сейчас, знаете, такие вот потайные ваши открываю. Напишите в комментариях, у кого проигрывается. Потому что на самом деле, вот знаете, когда у вас все хорошо в жизни, вы не будете никогда даже замечать те вещи, которые, казалось бы, нужно заметить. Когда у вас все в шоколаде, когда было раньше, вроде бы и любовь была, семья была, все у вас было. Тогда вы не были таким вспыльчивым, конечно же. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Далее, смотрите, в вашей жизни была женщина, большая любительница разгульной, ну так скажем, интимной жизни, да. Можно ее любить, конечно же, но можно напропалую, направо и налево. Вот она
Из тех женщин, которые любят командовать, любят, когда у них все в шоколаде, когда все хорошо, когда же денег становится поменьше, когда ее что-то не устраивает в мужчине, она сразу же его отшивает. То есть я не хочу углубляться, да, вот ворошить прошлое, ну то есть женщина, ориентированная на деньги, ориентированная на интим. Это два таких главных приоритета в ее жизни. Но деньги, я думаю, будут на первом месте. А для вас важна семья. Вот вы очень отличаетесь тем, что у нее деньги, да, и все остальное, а для вас важна семья и любовь. Вы очень семейный человек, для вас важна пара, для вас важна любимая женщина. Когда у вас есть женщина, вы становитесь тем самым добытчиком, о котором многие мечтают. Ваша сварливость вообще непонятно куда улетучивается, когда у вас есть рядом любимая женщина. Вот как раз с женщиной вы становитесь ручным, вот именно когда вы любите. А если вы чувствуете, что вы любимы, если женщина в ответ делает какие-то шаги, да, вот заботится, нежная ласка и так далее, но вы реально, вы просто горы готовы свернуть ради такой женщины. Поэтому вот эта ваша сварливость, это просто от какой-то вот, ну именно, знаете, вот я не знаю, от одиночества, от тоски, да. Это такой момент, как защита. Вот ваша какая-то, может быть, даже вспыльчивость, у кого-то это агрессивность, может быть, да. Это может быть, ну реально от того, что вы в душе, вы глубоко несчастный человек, потому что у вас рядом нет любимой женщины, нет любви. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Далее, смотрите. Я не могу сказать, что вы человек, который очень зависит от денег. Вот абсолютно. Есть люди меркантильные, да, есть, которые ищут выгоду везде. Вот у вас, хоть и есть, в принципе, более-менее достаток, у кого-то средний, у кого-то выше среднего, да, но вы как-то не гонитесь за деньгами, вы не гонитесь за какой-то наживой. Вот ради женщины, да, вы готовы горы сворачивать, но это только для других. У кого-то может проиграться, вот, что ради детей, да, ради родителей вы готовы горы сворачивать, но не для себя. Вот у вас на первом плане это ваши близкие, любимые люди. Это очень классное такое качество, которое далеко не у всех есть. Но тем не менее, вот знаете, из-за вашей такой отзывчивости, из-за вашей такой доброты люди очень быстро подстраиваются, да, и начинают из вас вить веревки. У вас не только женщины были такие в жизни, которые вили веревки из вас. Могут даже в вашем окружении друзья, приятели, либо же родственники даже, которые очень легко нащупали вот эту вашу такую жилку доброты, жилку отзывчивости, они вас периодически используют. Я сейчас об этом говорю, потому что не хочется, чтобы вас и дальше продолжали использовать вот ваше окружение. Даже как-то, знаете, вот немножко мне сегодня грустно почему-то глядеть на расклад, вот грустно. Вот на самом деле вы такой, ну, классный, да, вы очень хороший как человек, но просто окружение, вот такая вот ваша жизнь, в принципе, в душе вы очень одинокий человек, да, они сделали вас таким, может быть, жестким, может быть, более вспыльчивым, да, закаленным в боях. Но будем сейчас смотреть все-таки, что же будет дальше, да, и, может быть, как-то будет свет в конце тоннеля. Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад, которая хочет с вами быть, да? Так. Это женщина, которая точно так же, как и вы, она пережила очень такое болезненное, тяжелое расставание, либо же развод. Эта женщина, она очень активная. Она моложе вас, во-первых. Но это не 20-летняя девочка, пусть это вас не пугает. Она просто помоложе будет. Она активная, она подвижная, она очень страстная. Да? Вот я даю приблизительную характеристику этой женщины. Она не будет домоседкой, она не сидит дома, не валяется на диване. Такие женщины обычно,
ну, заняты какими-то делами, она может делать 10 дел одновременно. Она и варит, и жарит, и парит, она все это все делает, да. Она очень трудолюбивая, очень такая, знаете, эмоциональная. В чем-то, может быть, даже наивная немножечко. Но уже то хорошо, что она живет именно вот чувствами. Она такой чувственный человечек, ранимый, поэтому я всегда говорю, что с такими вот ранимыми женщинами нужно, ну, очень осторожно общаться, даже порой шутить очень осторожно, потому что можно, ну так, случайно, ненароком обидеть женщину, безо всякой задней мысли, да, вот бывает пошутишь, и она обиделась. Далее, смотрите, это женщина, которая исключительно для серьезных отношений. Она, когда пребывает в каких-то отношениях с мужчиной, да, вот, ну и раньше так было, она всегда рассматривает мужчину в своей жизни именно как партнера, да, вот для будущего брака. Она рассматривает именно мужчину для серьезных отношений, когда знакомится. Я не могу сказать, что у нее было много мужчин, как раз наоборот. Она не из тех, которые меняют как перчатки мужчин ради выгоды какой-то, нет. Вот именно чувство, вот уже что хорошо, она выбирает именно сердцем и душой мужчину. Не так, как некоторые, да, женщины, которых сейчас очень много, к сожалению, развелось, которые смотрят, какая у мужчины машина, какая квартира, да, вот первый вопрос может быть, сколько ты зарабатываешь и так далее. Да, понятно, что это все важно, но тем не менее, ну есть такие уж слишком продвинутые, слишком уж корыстные, которые исключительно ищут спонсора. Эта женщина абсолютно не относится к такой категории. Она знает, что такое боль, она знает, что такое разрушение отношений, она знает, что такое предательство. Такие люди, которые это все пережили, но они, как правило, не склонны к проявлению какой-то подлости в отношениях, потому что они это все прошли, они это все пережили, и они знают, как это больно. Далее смотрим, что же она за ягода такая. Так, смотрите. Эта женщина какой-то период была одинока, вот после разрыва своего, да, вот расставания с мужчиной, она какой-то период не хотела вступать совершенно в отношения, потому что, ну, как-то было немножко разочарование в мужчинах. У нее есть пара-тройка подружек, которые, ну, скажем так, поставили ее на ноги после такой ситуации, как-то отвлекали, может быть, развлекали, приглашали в гости, да, вот эти девичники устраивали, потому что ей было реально очень плохо, вот именно морально. Это женщина, которая есть в вашей жизни, да, опять же, есть в каком смысле. Вы знакомы с этой женщиной, но я не могу сказать, что вы знаете ее очень сильно. Давайте уточним, да, кому интересно, насколько сильно, как же вы знакомы. Нет, видите, у нас даже карта умеренности. Но это может быть так. Мимолетный какой-то привет пока, да. Это могут быть коллеги, у кого-то это может быть соседка, да. Ну, то есть, как обычно, ребят, я не буду как-то привязываться, да, вот к одному месту, да, там, где вы общаетесь, как вы общаетесь. Но я говорю, вы не тесно общаетесь. Да, вы знакомы, но это женщина, которая не будет себя выпячивать. Она не будет бегать за мужчиной, но вы давно ей интересны. С ней у вас, посмотрите, у вас туз кубков падает. О чем это говорит? Я думаю, вы уже многие знаете. Туз кубков – это большая взаимная любовь. Это любовь, когда людей переполняют эмоции, чувства, да, это не постель, это не какая-то развлекаловка. Эта женщина, ну, давно, скажем так, положила на вас глаз. Вы ей нравитесь и очень нравитесь. Она бы хотела с вами иметь отношения, но опять же, она почему-то вот сомневается, то ли боится. Давайте еще посмотрим, почему. Во-первых, она
Она думает, что, может быть, у вас кто-то есть. Она не знает, есть ли у вас женщина. Она боится, что вы не захотите с ней быть. Ну, есть такой страх, согласитесь. Это и у женщин, и у мужчин довольно часто бывает, что боишься подойти познакомиться, да, вот даже к женщине. Потому что думаешь, а вдруг она меня отошьет, а вдруг я ее не потяну, а вдруг у нее кто-то есть и так далее, да. Поэтому страх – это большая сила. Вот она побаивается. Вот побаивается, а вдруг кто-то есть, а вдруг я не понравлюсь, а вдруг он меня отошьет. Даже если культурно отошьет, это будет неприятно. Но смотрите, поскольку у вас выпал туз кубков, да, это говорит о том, что вы можете быть с этой женщиной в отношениях. И не только в отношениях, потому что вы оба ориентированы на семью. Вы оба можете эти отношения построить, да, вот выстроить кирпичик за кирпичиком так, что, ну, реально вы сойдетесь, и кто-то гражданским браком будет жить, кто-то захочет это официально оформить. Но тем не менее, да, смотрите, вы оба, у вас много общего. Посмотрите, какая суперская, в принципе, карта выпала, да, с одной стороны, вы оба боитесь неудачи, вы боитесь измены, боитесь разбитого сердца. Вот этот страх, который есть у вас обоих, потому что вы пережили много чего в своей жизни, в отношениях, этот страх будет немножечко, может быть, стопорить вас поначалу. Это довольно часто бывает, я довольно часто также говорю в своих видео, да, что когда люди травмированы, то вот это опасение, это нормальное явление. Но не бывает так, что тебя предали, а ты потом, как ни в чем не бывало, вперед из песни, новые отношения, все чики-пики, да. Но не бывает такого. Человеку больно было, да, человека предали. Человек опасается повторения той ситуации. Поэтому вы оба находитесь в такой ситуации, когда вы знаете, что такое боль. Вы будете вместе эти отношения строить очень так осторожно. Будете в каком-то смысле поначалу даже присматриваться, да, друг к другу. Есть такие люди, которые любят проверки устраивать. Ну, я не очень люблю это, конечно, но опять же, это выбор каждого. Поэтому страх этот какой-то период будет. Пусть это вас не напрягает. Это нормальное явление. Но опять же, вот эта женщина, еще раз повторяю, это ваш такой шанс, да, вот шанс на счастье, шанс на новые отношения, даже на новую семью. Поэтому дерзайте. Дерзайте, это ваша такая, знаете, новая история любви, которая поначалу, конечно, будет немножко так, как ежик, да, вот вы будете как ежик. Очень осторожничать, хотя она вам понравится. Она станет вашей любимой женщиной, но это будет, опять же, постепенно. Я желаю вам, как всегда, поскорее встретить любимую женщину, которая зажжет ваше сердце, да, зажжет огонек любви. И чтобы вы все-таки позабыли все плохое, что было в вашей жизни, и снова начали с чистого листа вашу новую историю любви. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!